Маленький львенок был завален новым асфальтом при строительстве дороги. Но посмотрите, что дальше сделали люди. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Палящее полуденное солнце накрыло заповедник Амбасели тяжелым жаром. Сухой воздух дрожал, трава медленно вела и ложилась под беспощадным светом. Среди этих бескрайних саван строили новую дорогу. Длинная полоса свежего, еще липкого асфальта пересекала землю, будто черный шрам. Грохот бульдозеров, рев экскаваторов и скрежет металла разносились повсюду, заглушая ветер, который пробивался сквозь густые кусты. Территория стройки была огорожена высоким металлическим забором с многочисленными предупреждающими табличками. Однако из-за оседания грунта между листами появились небольшие щели. Они были достаточно широкими для того, чтобы сквозь них могли проскользнуть мелкие или чрезмерно любопытные животные. Неподалеку двигался прайд львов, направляясь к тенистой местности с источником воды. Среди взрослых львиц шел маленький львенок, всего несколько месяцев от роду. Он был чрезмерно энергичен и постоянно отставал, отвлекаясь на запахи и звуки. Оставив мать всего на мгновение, он заинтересовался резким запахом разогретого асфальта и странными механическими шумами. Любопытство пересилило страх. Он медленно двинулся вперед и вскоре проскользнул через одну из узких щелей в ограждении, незамеченный прайдом. На строительной площадке рабочие были полностью погружены в свою работу. Никто не обратил внимания на маленького незваного гостя. Сделав несколько шагов, львенок ступил прямо на свежий асфальт. Горячая масса мгновенно прилипла к его лапам. Испугавшись, он попытался вырваться, но чем больше сопротивлялся, тем сильнее вязкий мазут расползался, захватывая живот и ребра. Его слабый плач затерялся среди шума машин. Прайд продолжил путь, не подозревая, что малыш оказался в ловушке. Асфальт быстро застыл, превратившись в твердый клей, прижав тело львенка к дороге и лишив его возможности двигаться. Когда техника остановилась на обеденный перерыв, молодой рабочий по имени Калеб Мванги вышел в поисках тени. Ему показалось, что он услышал тихий зов, похожий на мяуканье котенка, доносившийся от кучи строительных материалов у края дороги. Подойдя ближе, Калеб с ужасом увидел львенка, намертво прилипшего к черному блестящему асфальту. Его золотистая шерсть была исчернена черными пятнами, а глаза блестели от паники. Калеб рефлекторно отступил, осознавая угрозу, но отчаянный взгляд малыша не позволил ему уйти. Он попытался осторожно приподнять голову львенка, но тот вскрикнул от боли, и Калеб понял, что любое движение причиняет мучение. Понимая, что ситуация вышла из-под контроля, Калеб немедленно позвонил в службу охраны дикой природы, дрожащим, но уверенным голосом объяснив положение и координаты. Через полчаса по жаркой равнине разнесся звук двигателя. Из автомобиля выбрались двое опытных рейнджеров — Адам Киптануи и Льюис Ноаро. Они принесли транспортную клетку, защитное снаряжение и специализированные аптечки. Осмотрев львенка, они быстро пришли к выводу, что освободить его на месте невозможно. Они решили доставить его на станцию рейнджеров. Калеб помог приподнять голову малыша, в то время как Адам и Льюис аккуратно подняли его вместе с куском асфальта, стараясь не причинить лишней боли. Раздался слабый крик, но у львенка уже не было сил активно сопротивляться. Его глаза выражали мучение, смешанное с тихой надеждой. Клетку закрыли, и грузовик отправился прочь от стройки. На станции Амбасели ветеринары уже подготовили помещение и оборудование. Надев защитные костюмы, плотные перчатки и очки, они приготовили специальный химический раствор для растворения асфальта. Львенка аккуратно уложили на стол. Он был слаб,
тяжело дышал, но оставался в сознании. Ему сделали мягкую инъекцию седативного средства, чтобы уменьшить боль и тревогу. Затем врачи начали наносить раствор на каждый участок застывшего асфальта с предельной осторожностью, чтобы не повредить нежную кожу. Запах химикатов был резким, но никто не прекращал работу. По мере того, как асфальт размягчался и отслоился, кожу обрабатывали антисептиком. Врачи протирали каждый освобожденный участок теплым влажным полотенцем, создавали белую пену из специального мыла и тщательно очищали шерсть. Когда весь асфальт был полностью удален, раны смазали лекарством и ввели антибиотики. Спустя почти 2 часа напряженной работы львенка полностью очистили и уложили в чистую клетку с миской свежего мяса. Его глаза впервые засветились облегчением. На следующее утро он выглядел значительно бодрее. Ветеринары осмотрели его и подтвердили, что он готов вернуться в естественную среду. Адам и Льюис подготовили машину и клетку, затем отправились к месту, где накануне видели Прайд. По дороге малыш тихо попискивал, словно звал семью. Машина остановилась на просторной равнине. Вдали были различимы силуэты Прайда. Адам слегка приоткрыл дверцу клетки, позволив львенку самому выбрать момент. Тот постоял секунду, вдохнул горячий воздух и побежал к Прайду. Его крик разнесся по саванне. Старшая львица подняла голову, узнав голос, и поспешила навстречу. Они встретились, и малыш нежно прижался к ее лапам, издавая тихие писки. Львица ответила низким, ласковым рычанием. Прайд остановился, позволяя матери и детенышу воссоединиться. Затем львы развернулись и двинулись дальше через широкие просторы Амбассели. Адам и Льюис смотрели издалека, облегченно улыбаясь. Они знали, что спасли драгоценную жизнь. История быстро распространилась, став доказательством крепкой связи между людьми и дикой природой. Калеб поклялся всегда быть внимательным и тщательно проверять строительную площадку, чтобы подобное больше не повторилось. И ветер вновь прошел над саванной, смешавшись со звуками шагов удаляющегося Прайда, завершая путь спасения. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.